Всех приветствую. Вышел из строя вот такой вот бесперебойничек АПС 500. Сижу за компьютером, работаю, раздался писки, такие пик. Понять не могу, что где пищит. Смотрю, бесперебойник у меня моргает всеми лампочками. Пищит, ну выключил его. Включать он не включается. Снял батарею, меряю, батарея севшая. Подключаю батарею на зарядку, заряжается. Подключаю к другому бесперебойнику, работает, заряжается. Включаю опять в этот, бесперебойник стал включаться, но батарею не заряжает. Давайте разберем, посмотрим, что тут может быть причина. Разбирается тут два болта вот здесь вот. Больше болтов не вижу. Аккумулятор уже снял. Поставил на другой бесперебойник, пока им пользуюсь. Этот надо же отремонтировать, я так думаю. Так. Визуально все целое, ничего сгоревшего не видать. Что-то схемки не нашел. Так, глянул визуально. Зарядкой управляет, наверное, 3843 шим контроллер. Здесь по его питанию конденсатор стоит. Почитал на форумах, говорят, что это у них типичная болячка с этим конденсатором C7. Питание шим контроллера выходит из строя. Сейчас пока так посмотрим, что с ним. Вроде короткого замыкания нет. Сейчас напаяю. Посмотрю его номинал. Такой малюсенький конденсаторик. 22 микрофарада, 16 вольт. Сейчас проверим. микрофарад, а ESR 18 Ом. Это очень много для данного конденсатора. Берем другой конденсатор, проверяем тестером. Порылся в закромах, нашел 22 микрофарада, 50 вольт. 23 микрофарада показывает 1,8 Ом. Это уже другое дело. Будем его устанавливать. Обычно на платах указывается минус конденсатора. Здесь полоской он указан, на этой плате указан плюс. То есть это противоположная сторона полоски. Старый припойчик убираю, чтобы можно было установить конденсатор на место.
С одной стороны убрался, со второй не хочет. Теперь можно установить новый конденсатор. Опс. И запаять его на место. Плата двухсторонняя, не забывайте, нужно пропаять хорошенько, чтобы обе стороны пропаялись. Так, готово. Флюс отмываем. Флюсофом пользуюсь. Аккумулятор снял с другого бесперебойника, он заряженный. Так, здесь все подключил. Нажимаем кнопочку включения. Включаем бесперебойник. Пока только садит аккумулятор. Угу, ругается. Сеть-то не включил. Включил сеть. Да, пошла зарядочка. Зарядочка пошла. Аккумулятор заряжается. Давайте отключим сеть. Сеть отключилась. Батарея разряжается. Подключаем сеть. Оп, все, пошла зарядка. Теперь собираем все это в кучу. Не в кучу, на место. Собираем все на место, как было. Такая тут странная конструкция. Нужно так вот все уложить. Потом это все нужно подвинуть. Потом это защелкнуть. Вот так вот. Так, это убираем. Надо будет установить на место в корпус. Вот эту штучку на место защелкиваем. Проблемка была всего-навсего вот в таком вот маленьком конденсаторике. 16 вольт 22 микрофарада. Если у вас нету на 16 вольт, можно взять больше. 25, 35, 50 вольт. Это как бы не особо имеет значение. Главное, чтобы были 22 микрофарада. А если он там, как я на 50 вольт поставил, он дольше еще проработает. Вот проблемка вот в этой фигнюшечке была. Вот он вот здесь вот установлены под маркировочкой C7. Вот он здесь установленный данный конденсатор. Отпаяли, проверили, если есть транзистор-тестер. Нету, просто выкинули, другой поставили, попробовали. Повезло, повезло, значит. Проблема в нем. Но обычно это типичная проблема, как описывается в интернете. У всех обычно он выходит из строя. Вот такой вот ремонтец. Осталось все это собрать на место. В принципе, сложного ничего нет. Посмотрели это видео, как разбирать, разобрали. Взяли паяльник, отпаяли старый конденсатор, установили новый. Далее все это в кучку скидали, собрали. В последнюю очередь два самореза.
батарею на свое место. Отключаем питание ее. Плюс, минус. Так, давайте еще раз проверим после сборочки. Тестовая проверочка. Подключаем без подключенной сети. Аккумулятор разряжается. Включаем сеть. Все, пошла зарядка. Готово. Вместо батареи крышечку. Буквально там за 30 минут вместе с поиском всех деталей бесперебойничек отремонтирован. Будет продолжать дальше радовать нас. Ну что ж, на этом можно завершить ремонт данного бесперебойничка АПС 500. Устранили типичную неисправность выхода из строя конденсатора, где он у нас, паразит, куда-то уже убежал. Ну ладно, сбежал куда-то он. 16 вольт 22 микрофарада. Меняем и дальше продолжаем пользоваться данным бесперебойничком. Кому понравилось, ставим пальцы вверх, не понравилось, пальцы вниз. Не забываем подписываться на канал, чтобы не пропустить чего-нибудь интересненькое. Всем спасибо за внимание, всем здоровья, удачи.